Мастерская Колесникова предоставляет фильм о том, как оформить цоколь дома или отремонтировать его. И дело в том, что вы кусок фильма этого уже видели. Фильм очень длинный был, я его разбил на две части. И вот сейчас я как бы кусочек показываю начала этого фильма. То есть вот так идет черновая подготовка и идет обивка сеткой. А дальше будет продолжение, как бы вот цоколь длинный, ну уже получилось, я снял вам его. И кто-то захочет первую часть посмотреть, кто-то вторую часть. Ну вот все в одном фильме не получилось показать. Вот этот тот поселочек, в котором я живу, это Херсонская область. Ну вот так вот живут в этом городке. Вот это мой Жигулек небольшой. И вот здесь мы немножко снимаем фильм для, ну, больше это не заработок, а все-таки показать вам, как оформить цоколь дома. Ну, заказ там небольшой, но это соседи, наши хорошие отношения у нас с ними, и поэтому нам удобно снять, и есть возможность снять. Вот Толик берет такую тачку и везет раствор на этот цоколь. А в начале первый фильм идет, как в начале мы делали. Ну вот присмотрите, сейчас уже есть подкидка черновая. Ну вот там будет, есть рассказы, как делать черновую. Черновую мы делали, вот немножко я расскажу, как черновую делали раствор 1 к 2, ведро цемента и 2 песка. Песок у нас был речной. Но мы еще добавляли пол-ведра клея, для того, чтобы старый цоколь прицепился к новому. Как бы. А теперь мы на вот эту черновую подготовленную кидаем уже раствор чистовой. Чистовой мы делаем просто. Берем ведро цемента и 2 песка и немножко мыла. Мыло нужно для пластичности. И песок у нас здесь немножко другой. Песок у нас здесь карьерный. Ну, будет отдельный фильм, как сделать черновой, вернее, как сделать чистовой раствор. Будет полностью там мастер-класс, как приготовить вот раствор для цоколя. То есть мы делаем особо крепкий, не экономим на этом, потому что цоколь, ну, не такие большие расходы. Но лучше сделать один раз, потому что если, ну, как бы будет немножко слабый раствор, он, в принципе, будет держать. Можно 1 к 3 сделать. Но дело в том, что вот этот камень, он будет немножечко, ну, вот, видите, смотри, какой, вот, гляньте, аж синий раствор. Он крепкий. За один день он так хватается, что как будто ему 10 дней простоял. Потому что очень хороший цемент. Марка 550, цемент турецкий. Вот если вы сделаете немножечко камень, который будет сыпаться, то есть не сэкономите там, он будет держаться. Ну, сыпаться как будет? Пыль будет его. Верхний слой будет, ну, не такой крепкий, не острый, как вот мы делаем сейчас. И получится, что краска тогда не сможет держаться на камне. Она будет облазить. Это проблема раствора 1 к 3. Ну, накладку, на штукатурку она будет держаться. Но вот декоративный камень, который, ну, как бы покраска, он все-таки относительно дорогой, то лучше на цемент не экономить. Потому что если немножко где-то ошибетесь, то потом он как микропыль будет, вот, она будет скатываться с этого камня. Или как бы сыпаться будет вот этот камень лицевой. И вы, в принципе, так не увидите, но он все равно будет как бы сыпаться. И поэтому краска будет облазить. Потому что вот вы что, на одном облазит, на другом не облазит. А все проблема в крепости. Если цемент крепкий и раствор камень, то получается акриловая краска пропитается в этот цоколь и будет держаться реально. Смотрите, какой толстый слой мы кидаем на чистовую. Вот, а на черновую, ну, тоже такой же слой получается. Для чего черновая? Черновая, там сетка идет, прибитая к цоколю, и там еще болгаркой на сечку делал. Ну, в первом фильме можно посмотреть, ну, как бы эти два фильма совместить. Что-то вы в первом фильме увидите, что-то во втором. И вот, ну, они как бы равнозначны, эти фильмы. Ну, вот что-то можно увидеть. Видите, вверх я сделал такой маяк с профиля, ну, чтобы не морочиться с ровной линией, чтобы сопряжение вот этого короеда и цоколя был ровненький. И видите, короед, там под ним пенопласт будет. Там это свои нюансы, потому что, ну, пенопласт под настенкой сделан для утепления. У нас многие дома утепляются. Люди экономные и согласны укладывать деньги, чтобы дом был теплый. Ну вот смотрите, как идет подкидка. Вот здесь в этом фильме
ну, как бы специально, ну, снято хорошо, как мы кидаем чистовой слой на черновой. А в первом фильме, как мы делаем черновой слой, ну и вырезка. Как бы они, в фильме, в принципе, однозначно, но что-то можно посмотреть, вот как он готовит вот этот слой для резьбы. Как я говорил, то есть в этом чистовом растворе, ну, будет, есть немножко мыло сделано. А есть еще будет раствор, ну, как полностью мастер-класс, как сделать раствор. Третий фильм. Я его подпишу, и при желании вы можете увидеть. Ну, что там интересно будет? В принципе, сложно ничего нет. Идет 1 к 2, ведро цемента и 2 песка, и мыло. Но там будет очень хорошо показано, каким песком мы работаем. Вот это там интересно. Мы там 2 видами песка работаем. Речным и карьерным. А это вот для людей важно, они каким песком работают. Но дело в том, что в каждом регионе свой песок. И сложно сказать, ну, какой хороший, а какой... Надо просто опытным путем пробовать эти растворы. То есть, есть вот раствор, сколько там глины находится, и крупнозернистый, и мелкозернистый, мытый, не мытый. Вот эти нюансы, они важны. Если глины много, то фактически пластификатор не надо. При большом количестве глины раствор будет усаживаться и трескаться. Вот видите, сейчас как бы у нас дождь, вроде бы и лето, а влажность большая. Значит, раствор этого любит. И цоколь будет нормально, не будет усаживаться, потому что долго сохнуть будет, вода уходить. И пока он высохнет, он схватится, и усадки не будет, и, ну, то есть нормально все будет происходить. А это вот, глядите, берется такая щеточка и набивается по камню. Ну, показываю, видите, набивается и прорезается. Ну, как бы здесь 2 раза мы прорезали. Мы наметочку сделали, а теперь идет вторая прорезка вот таким рустовкой. Ну, первое не глубоко сделали, приготовились. А сейчас берем аккуратно по тому же русту, где не дорезали, мы ее дорезаем. И очень важно, чтобы рустовка не уперлась, ну, в тот черновой. Ну, страшно ничего нету, но для этого делается черновой раствор, для того, чтобы при резке вы не натыкались на бетон. Потому что если вода попадет через вот этот руст, то она будет затекать под черновой раствор и будет подрывать цоколь. А если вы реально кинете, то ничего с этим цоколем не будет. Ну и вопрос вот усадки глины, не усадки глины. То есть постоянно вопросы пишут мне, ну вот я пытаюсь более подробно вам рассказать о растворе. То есть все очень много зависит от самого песка. Ну, как говорится, у меня есть опыт работы с карьерным песком, очень большой опыт работы. Но уже есть и опыт работы с речным песком. Но он как бы илистый, немытый, и по большому счету очень, ну, тоже с ним можно работать великолепно, и проблем я с ним не видел. Ну, хотя больше мы предпочитаем работать карьерно. Вот этот чистовой, он карьерный. А чистовой мы делали речной. То есть вот такое совмещение. Ну и видите, подрезочки делать вот этим, ну, очень важно уделить время, чтобы сделать качественно чистовую. У кого темперамент позволяет, то они могут вырезать и аккуратно довести. Кто спешит, значит, он может испортить вот эту работу. Ну вот видите, такой резачок, и видите, сопряжение вот короеда мы даже пролепили таким вот скотчем, чтобы, ну, не пачкать его. А теперь, смотрите, видите, через день уже вот такой белый цоколь. Почему белый цоколь стал? Потому что сама бетонная стена тянет. Вот даже, смотрите, дождь, а он все равно белый. И вот видите, через день уже он настолько крепкий, что можно с ним работать. А это я показываю, вот как идет дальше продолжение. То есть вот так делается раствор, который кинули, мы его немножко выравниваем. Ну, только не сильно ровно, потому что, ну, чтобы как бы камень был более натуральный. И вот, глядите, видите, черновая, здесь не затекает, и он уже белый. За день раствор стал белый. Ну, дождь, как бы дождь, ну, все равно работать надо, и поэтому, ну, лето что-то берем да работаем. Ну, это домашнее дело, нам недалеко приехать, мы берем и не заморачиваемся. Дождь, не дождь, берем, работаем. И вот Толик сейчас выравнивает вот этот скалек. А сейчас вот была прорезка, и увидите, как мы вот эти
русты делаем. То есть уже камушки подрезаны, щетка набита, а теперь вот этим мастерком острым мы вот такие подрезки, сколы делаем. Ну, он придает как бы натурализм, или не знаю, или стиль такой получается. То есть, ну, есть камни, можно по-разному сделать, можно роликом выдавить, можно камнем сделать, печатный. Ну, здесь вот такой стиль. Какой лучше камень? Ну, сложно сказать. Ну, вот здесь попросили такой камень сделать. Ну, или так получилось, что мы его делаем. Хотя есть камни, где я показываю, что и набрызг делаем, и как бы вот такие и дырочки делаем. Это зависит ну, просто от заказчиков или ну, ну, да, как порешаешь вопросы с заказчиком. Ну вот здесь вот такой скольчики делаем. А если мы берем натуральный камень и просто выдавливаем, и он получается совсем своеобразным. Почему-то здесь мы забыли про этот камень, хотя бы можно было бы его пропечатать, он от этого хуже не было. Вот видите, вот такой скольчик наверх, и вот эти трещинки, они не портят. Ну, потом надо будет кисточкой и промыть швы хорошо. И где вот отваливается, надо зачистить ну, такой хорошей сухой щеткой, чтобы ну, потом при покраске меньше было с этим работы. Ну, вот видите, вот такая вот работа. Ну, в принципе, сложного нету. Отработан уже камень от какой формы, уже ну, ясно. То есть, ну, есть система, есть идея. Ну, тоже, чтобы не перемутить, и, тоже надо здравый смысл. Слишком много сделаешь, он будет мятый камень. Фильм про цоколь, а это немножко фотография про покраску, потому что следующий фильм будет про покраску. И еще один будет фильм по этому цоколю, как сделать раствор. Ну вот я показываю старые фотографии, вот такой камень мы делали, там лет 10 назад, мы 15 делали такой камень, не заморачивались, он проходил, такие заборчики. Ну и потихонечку, как бы, ну, все не стоит на месте, мы начинаем делать другой камень. Ну вот, глядите, вот так процесс, смотрите, декоративная штукатурка, из позолота идет. Ну, внутрянка требует там немножко других подходов. Там на улице можно где-то схалтурить, а внутри, то есть слишком близко все и ну, совсем много тратится время. Вот пробуем мы делать и с набрызгом покраску. Ну, посмотрим, как этот цоколь сделается. Вот гляньте, какой вот и золото, зелень, желтый цвет придает такой интересный ну, цвет, что даже в комнате, то есть это декоративная штукатурка подходит. Ну, вот такие заборы мы делали. И посмотрите, в конце фильма будет очень интересная покраска. Я вчера ее только снял у Коли. А это, смотрите, вот камень вроде бы такой же, но с, по такой с позолотой. То есть, ну, тоже это
делали там где-то в одной усадьбе беседку. Ну и вот гляньте, а это уж смотрите, какой гранит интересный. То надо будет попросить Колю, чтобы сделать мастер-класс, как вот красить и делать вот такие камни. Вот это у него в дома беседка. И вот Коля сделал такой фонтанчик. Ну, здесь такая простая бежевая покраска. Ну вот можно такие делать работы.